Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 19 по 25 июня. Давайте узнаем, что думают карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но вы, люди, поскольку очень интуитивные, я уверена, в подсказках карт и ваша какая-то внешняя обстановка, ситуация, вы сумеете создать единый баланс и вот, может быть, какое-то решение принять. Или просто, может быть, где-то развлекаться, ведь на ютубе карты Таро как канал развлечений предусмотрены. И пока я тут что-то на заднем плане бубню сижу, да, вы все равно, у каждого из вас, точнее, какая-то своя картинка в голове или какая-то своя задача. Именно, ну, может быть, монотонный голос за кадром и визуализация вот в виде карт помогает нам абстрагироваться от того, как мы стереотипно думаем. Ну, какие-то подсказки же все равно к нам приходят. Давайте узнаем, что важно знать по мнению карт. Как видят эту неделю для вашего знака, мои дорогие скорпионы. Карты. Итак, что важно знать? Вторая карта: чего не избежать? Или, может быть, неожиданности. Чему сейчас не время, по мнению карт? А что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Узнаем направление, энергии. Что по финансам? И личная жизнь. Итак, что важно знать? Карта умеренности. Вообще сама по себе мудрость, интуиция и неспешность. Вот 3 основных момента. Как будто у нас могут какие-то вопросы вставать на паузу. С другой стороны, мы должны подсказкам собственной души прислушаться и проанализировать, увидеть правильно какую-то внешнюю обстановку. Может быть, сложить воедино в какой-то один пазл, правда? То, что внутри нас, и то, что во внешних обстоятельствах. Вполне вероятно, какая-то подсказка будет, или вы сумеете какой-то вопрос решить, застарелую проблему. И по этой карте могут быть как раз альтернативные варианты развития событий или что-то из области иррационального, как, к примеру, наше какое-то решение. Но мы здесь как будто не ускоряемся куда-то. Для нас более важен какой-то душевный баланс и принять, наверное, если какие-то вопросы у нас словно задерживаются, становятся на паузу, какой-то документ у нас не готов, может быть так. Но вообще в целом это старший аркан, значит, могут быть какие-то не случайные случайности, и мы к этому тоже где-то должны быть готовы. Но спокойствие нам помогает, понимаете, где-то эмоциональное равновесие в первую очередь. Чего не избежать? Каких-то приятностей. Я так думаю, что, может быть, у вас как раз эта неделя пройдет больше под девизом каких-то эмоциональных радостей или подарков буквально, или встречи с любимым человеком, или каких-то приятных новостей. И нам говорит: не торопи время, вот позволь себе как отдохнуть, так и где-то порадоваться чему-то, вот так полноценно. Не на бегу, не на лету, никогда еще там тысячи каких-то дел, а просто расслабиться, может быть, себе позволь себе отдых. И не избежать нам все равно какой-то радостной, либо радостного события, или какого-то известия, или, может быть, какие-то у нас возможности, а возможности их надо еще увидеть, вполне вероятно, и с учетом карты умеренности они могут прийти, ну, это то, что мы не ожидали, или не ожидали именно в этот момент. Может быть, предполагали, да, но как-то тут со знаком плюс ситуация может немножко быстрее разворачиваться. Хотя все равно скорости нет, потому что рыцарь кубков достаточно медленно едет, он не спешит. У него есть какая-то своя программа, какой-то свой план, и чаще это вот он действует по плану. Поэтому где-то в размеренности недели и нам карты обещают не без синкопы это время, без какого-то рывка, без надрыва эмоционального, наоборот, больше приятностей, но где-то, может быть, даже релакса. А чему сейчас не время? Ну, нет тому или того, чему бы не было времени,
Эта карта у нас победителя, и значит, карта нам говорит сразу, надеемся мы где-то сами на себя. И наша задача не форсировать что-то, а удерживать наши позиции. Нет чего-то, повторюсь, такого, знаете, архиважного по этой карте, но в то же время важно все. Вот, наверное, то, чего вы уже добились. Или ваш статус, или ваше финансовое положение, ваши планы на будущее. Все здесь имеет значение. И когда мы надеемся сами на себя, почему? Потому что карта победителя, вот это она и есть, она предусматривает, что победитель знает цену победы. И поэтому предвидеть, может быть, на пару шагов вперед, а это у вас прекрасно получается, увидеть то, что есть по факту, и где-то как сохранять собственные позиции, так и быть готовым к тому, что если вдруг что-то меняется, мы должны подкорректировать наши планы. Но цели наши и то, что мы достигли уже, вот это должно оставаться как будто непреложно, понимаете, удерживать собственные позиции от начала до конца. А что нам помогает? Ну, рационализм нам помогает, раз, и все же это у нас прообраз Юдифи, когда мы от чего-то отказываемся. И у каждого ж по-своему здесь может быть. По этой карте, кстати, проходит, когда мы учимся чему-то новому, видим какую-то реальность по-новому, готовы где-то от ошибок прошлого отказаться, это тоже имеет значение. И мы никому ничего не рассказываем. Опять же, если мы говорим про прообраз Юдифи, ведь ее сила была в чем? Что она практически действовала в одиночку. Я уж не буду этот библейский исторический сюжет повторять. Факт, кому интересно, вы можете, я думаю, найти в интернете. Но она взяла с собой только служанку в помощь, а сама она рассчитывала от начала до конца. И, кстати, разные методы она применяла. То есть где-то мы так ловчее должны быть и быть великим манипулятором. Это как будто нам делает или создает защиту определенную. И защита будет еще в том, что мы о себе не рассказали, никто не знает. Пошла и пошла, как та Юдифь, или пошел и пошел, да. А что он там в голове держит, или какие у него там далеко идущие планы, как будто никто не знает. И в этом дважды наша сила нам это помогает. А мы в то же время можем транслировать где-то по этой карте дружелюбие, интеллект, где-то привлекать людей именно вот своим интеллектом или какими-то знаниями. Но при этом мы остаемся абсолютно хладнокровными, абсолютно где-то рациональными. И вот будет немаловажно подмечать до мелочей, что происходит вокруг вас. Это тоже будет где-то сильная позиция. Обстоятельства могут как альтернативно измениться в любой момент. По карте умеренности как раз именно это и предусмотрено. И значит, может быть, мы что-то вынуждены будем быстро переиграть, и такое тоже нам где-то поможет. Дела, работа, бизнес. Это карта отшельника, тут мы сами по себе. Правда, добавляет эту карту и говорит, что помех нет осуществить какой-то наш проект. Это мудрец. И мы мудры, и как будто мы уже продумали, что нам нужно делать, в каком направлении двигаться. Вы будете лучше всех знать, как вам поступить, мои дорогие скорпионы. И поэтому советы посторонних тут абсолютно не нужны. Как будто если мы будем вот отвлекаться на что-то, то вот тут мы не осуществим для себя что-то более важное. Отшельник идет медленно, и поэтому, если мы сказали, что размеренная, спокойная неделя, да, правда, какого-то движения по делам-то тоже как будто не будет. Поэтому сохраняем как себя и все, что было начато, достигнуто, и очень мудро смотрим на обстоятельства. На обстоятельства те, которые, может быть, сложились недавно, или оцениваем это еще с позиции, каковы наши планы на будущее. Ведь все-таки для отшельника важна какая-то цель. И здесь мы можем соотносить как сегодняшнюю реальность и чего мы хотим добиться в будущем. И это может касаться чего угодно. Согласования каких-то документов с расчетом или прицелом на будущее. Какие-то отношения могут проиграться, и вы словно можете переоценить человека. Могу ли я ему доверять, могу ли я рассчитывать, мой ли это человек. То есть в личной жизни тоже могут быть такие вопросы. Хотя сама по себе карта отшельника, это он одиночка, правда? Он настолько на своей волне и в каком-то своем фарватере,
императоре идет, что в этом отчасти его сила. Его ведь невозможно не уговорить на что-то, его невозможно подкупить лестью или сказать ему что-то обидное, да ему все равно, что вы думаете. И вот где-то нам карта советует быть вот так же. Значит, дважды будет такая позиция для вас, мои дорогие скорпионы, сильна. Что у нас по деньгам? Еще одна. 6 и всегда 6. Повторюсь, это у нас победа. Вообще, по нумерологии, все действия, они идут как будто в 6 стадий. Почему, наверное, и в таро картах 6, какую масть не возьми, всегда это победа в чем-то, какой-то успех. А 7 это всегда какая-то пауза. Так вот, нам придется удерживать буквально, может быть, повторюсь, то, что мы уже достигли, у кого-то по 6 мечей. Это может быть то дело, к которому вы приступили совсем недавно. Или буквально это первые какие-то вы шаги делаете. И это карта заслуженного успеха. Как будто какой-то ваш проект может быть рассчитан на долгий период времени. И карта предвосхищает и говорит, у тебя все получится. Для кого-то из вас это может быть смена сферы деятельности, уход где-то в IT, или удаленная работа, или работа, связанная с интернетом, может быть. У кого-то с командировками, или это может быть еще изучение разных языков. Тут все-таки мир, пространство, эфир, тут общение с самим по себе миром, да, так и путешествия конкретно, какие-то переезды могут проигрываться. Но по этой карте тоже нет какой-то скорости. Мы как будто вступаем еще на какую-то землю, которую, ну, до конца мы не изучили. Или вопрос какой-то, к которому мы приступили, нам еще предстоит много чего узнать интересного. Но карта нам обещает успех. У вас это на деньги. Поэтому я так думаю, что для кого-то тут двояко. Может проиграться, к примеру, те деньги, которые вы ждали какое-то время за проделанной уже работе. Они к вам вполне вероятно придут на этой неделе. Для кого-то из вас это может проиграться как та сумма, которую вы получите немножко позже. Может быть, задерживается что-то. И есть какие-то объективные причины. Что-то мы тут не ускорим на самом деле. Но деньги как будто слава, успех, это все к нам придет. Наше не отберет никто. Все то, что вам предназначено, оно в ваши руки, мои дорогие скорпионы, и попадет. Вот тут абсолютный успех. И значит, по финансам, ну, какова бы ни была сейчас ситуация, она нам обещает в последующем какой-то уверенности, когда мы где-то сможем, может быть, и почивать на лаврах, почему нет? У кого-то может быть и пассивный доход какой-то может проигрываться в последующее время, может быть, и теперь вы будете что-то согласовывать. По этой карте мы можем узнавать, например, информацию, где, если стоит на повестке дня, получение, например, кредита на ипотеку или вот какие-то такие финансовые крупные проекты, которые тоже на длительный период времени рассчитаны, то тут как будто у вас и получится и взять этот кредит крупный, так и постепенно с ним рассчитаться, как будто вот есть успех уже тоже. Ну, на все ваши свершения в целом или задумки как раз карта обещает какую-то успешность или период успешный, или вашу успешность. Давайте мы посмотрим, что у нас в личной жизни. Ну, у нас неудивительно, что для вас, мои дорогие скорпионы, я говорю, скорпион это всегда карта мага, а это карта сила, это те же самые энергии. Но с одной стороны, понятно, тут хоть в личной жизни нам выпало, и, кстати, с отшельником, когда мы немного сами по себе, значит, какой-то и личный вопрос все равно вы будете решать через призму, что для вас допустимо, что для вас желанно, какие отношения, или как обстановка, если вы в паре, ну, у каждого ведь она своя какая-то, значит, вы будете в соответствии с своими приоритетами и со своим видением на будущее, то есть есть какая-то перспектива, безусловно, вы что-то будете переоценивать, и у вас будет сильная позиция, и вам, возможно, кому-то придется отправиться вот со всеми этими картами намного быстрее, в ту местность, куда вы, может быть, предполагали ехать. А у кого-то может проиграться переезд, вы тоже, может быть, планировали, а здесь словно придется воспользоваться какой-то оказией или какие-то возможности к нам приходят. Нужно быть вот этим самым серым кардиналом и манипулятором, чтобы максимально использовать вот как раз те возможности, которые нам будет давать пространство. И здесь ведь
нужно принять во внимание, что возможности не всегда приходят теми путями, как мы предполагали. Нам нужно быть где-то как и быстрым на подъем, если это необходимо. Хоть сами мы не ускоряемся, но обстоятельства могут сложиться так, куй железо, пока горячо. С другой стороны, несмотря на свою сильную позицию, помните, наверное, как и маг, как и карта сила, а в этой колоде победа интеллекта над грубой силой. И молодой человек палкой заставляет льва подчиниться. И образ льва – это прообраз нашего эго, который мы, может быть, должны где-то так немножко осадить, причесать самих себя, чтобы не пойти в разнос, чтобы не высказать все, что мы думаем. Видимо, будет какой-то посыл или будет посыл, знаете, сделать по-своему. А здесь нам как будто говорят не совсем по-своему, а все-таки с учетом аркана умеренности. И есть какие-то обстоятельства, которые мы обязательно должны учесть. А когда мы что-то делаем на импульсе, мы часто этого не видим. Так человек, физиология устроена. Поэтому вот я и говорю, так себя немножко осадить, чтобы увидеть больше возможностей. Но вообще сами по себе возможности. И пусть на личную жизнь, но это, можно сказать, во всех сферах может проигрываться. И даже если где-то у нас что-то становится на паузу, успех нам как будто гарантирован. Но если взяли бразды правления на себя, как будто впоследствии мы тоже должны отслеживать любой вопрос, в котором мы участвуем, не пускать ничто, мои дорогие скорпионы, на самотек и не рассказывать о своих далеко идущих планах, как будто и в личной жизни, и в делах, и в работе, и в бизнесе, и в деньгах. Вот такая позиция, она для вас как и сильнее, так и выгоднее. Сохраняем 2-6, это 2 победы. То есть есть какая-то у вас еще, знаете, как ваш личный какой-то приоритет в чем-то и перспективность вас самих. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.